Привет, это Навальный с роликом «Как в кино». Помните же вы такое? Если вы смотрите это видео, значит со мной что-то случилось. Только в нашем случае со мной лично ничего не случилось, но случилось с выборами. Их у нас не будет. Потому что Владимир Путин страшно перепуган, боится конкуренции со мной, видит в ней угрозу и в полном соответствии с тем, что он говорил ранее. Если бы представлял угрозу, на выборы бы не пустили. Дал указание своим слугам из Центральной избирательной комиссии отказать мне в регистрации. Произошло это очень стремительно, только вчера поздно вечером мы отдали документы, а сейчас уже будет заседание, и именно эта подозрительная скорость подтолкнула меня заранее записать этот ролик. Думаю, что их дополнительно перепугала сама процедура выдвижения. Она прошла в 20 городах, была полностью открыта, и в ней участвовало почти 16 тысяч человек. Это видели все. И уж нам-то с вами точно никто не может сказать, что мы представляем только какую-то маленькую часть избирателей. Навальный! 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 Но покажите мне другого кандидата, который способен проделать вот такое вот выдвижение. А Путин, между прочим, сегодня только заявил, что на собственную процедуру выдвижения даже не приедет. Ну конечно, а зачем ему стараться, если главного конкурента уже отстранили? Мы понимали, что такое возможно, и у нас есть ясный, четкий план. И я сейчас обращаюсь ко всем с призывом присоединяться. Даже если вы не планировали за меня голосовать и не поддерживаете меня, то, наверное, у вас все равно есть достоинство, и вы считаете, что сами можете определить, за кого вам голосовать. И все кандидаты должны быть зарегистрированы. Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. В ней участвуют лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него ни малейшей угрозы и которые не вели и не будут вести избирательную кампанию. Наша забастовка избирателей означает: первое, мы не распускаем наши штабы по всей стране, а превращаем их в штабы избирательной забастовки. Второе, мы не сидим на диване и не бездействуем. Мы организовываем наблюдение за этими выборами, контроль за ними, но не с точки зрения результатов этих подставных кандидатов, а с точки зрения явки избирателей. Ведь основной задачей Кремля сейчас станет фальсификация именно явки избирателей. Третье. Мы будем агитировать против этих поддельных выборов и убеждать людей не участвовать в них, потому что прийти на участок в этой ситуации невозможно и неприлично. Прийти на участок сейчас – это проголосовать за обман и коррупцию. Проголосовать против будущего страны. Забудьте вот про все это. Я приду, получу бюллетень и напишу в нем Навальный. Этого делать нельзя. Им все равно, что вы там напишете. Им все равно, за кого вы проголосуете. Им главное, чтобы вы пришли, получили бюллетень, расписались за него и тем самым признали эту процедуру выборами. Прийти и получить бюллетень – это уже означает проголосовать за обман и коррупцию. Очень сильно хотите прийти на участок? Ну приходите тогда на него и считайте избирателей. Это делать мы обязательно будем. Четвертое. Каждый участник забастовки избирателей должен хотя бы 5 минут в день, хотя бы 1 минуту в день тратить на то, чтобы распространять наши идеи, убеждать людей участвовать в нашей забастовке и агитировать против этой власти. Ну и пятое. Если мы не признаем эти выборы, то, конечно, мы не признаем их результатов, и мы не признаем ту власть, которая останется сидеть в кабинетах по итогам выборов, потому что они украли эти кабинеты и украли эти места. Другого варианта у нас нет. Это наша страна, это наше будущее. Нашему будущему и нашим перспективам они вредят. Если мы их не остановим, они никогда не насытятся. 18 лет уже просидели у власти, сейчас хотят еще 6 лет. Ну и как вы думаете, они остановятся? А остановить их можем только мы с вами. Я прошу всех помочь мне с распространением этого ролика. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.